Как побороть кисту? Врачи об этом не знают, либо ничего не говорят, об этом очень мало информации и так далее. Друзья, вы на канале Жигу Студия. Сегодня я вам хочу показать один из способов, как бороться с кистой, так, чтобы они больше никогда не появлялись и исчезли навсегда. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь. Итак, поехали. Друзья, хочу поделиться такой методикой, как суджок-терапия. Кто знает, подписан на мой канал, что это проекция внутренних органов и нашего тела связана с нашей ладонью и стопой. Сейчас мы берем ладонь за основу работы. Сегодня на стопе внутренние органы также расположены, как и на ладони. Схемы у меня есть в Телеграме, поэтому кто не подписан на мой Телеграм-канал, в описании профиля ссылочки, подписывайтесь на мои соцсети, я там рассказываю и показываю того, чего я не говорю в YouTube. Итак, друзья, что же такое киста? Киста по суджок-терапии – это энергия влаги. А влага у нас отмечается желтым цветом в круге УСИН. И отвечает она, друзья, за тревогу. Поэтому обязательно те люди, которые очень тревожные, постоянно куда-то спешат, куда-то бегут. Друзья, обращайте на это внимание. Будьте спокойны. Уменьшите свою тревогу и не будьте такими тревожными. Тревога и обозначает, что у человека со временем образуются кисты. Также это период жизни с 38 до 40, извиняюсь, с 36 до 48 лет. То есть это возраст осознанности человека. То есть когда человек уже становится более осознанным, у него уже к этому времени появляется семья, работа, куча забот, соответственно, это равно тревогам, а в дальнейшем это уже приводит все к печали, если человек не может разобраться. То есть это энергия влаги и энергия сухости в плюсе. То есть в нашем каком-то внутреннем органе присутствует в плюсе энергия влаги и энергия сухости. Что с ними делать? Как с этим бороться? Друзья, все очень просто. Есть энергия ветра, она обозначается зеленым цветом в суджок-терапии по кругу УСИН, и эта энергия нам и поможет с этим справиться. Итак, друзья, мы берем зеленый маркер, обычный зеленый маркер. Если кому не нравится зеленый маркер, то что он может быть токсичным, так как мне пишут в комментариях многие люди, вы можете просто-напросто взять зеленку и не заморачиваться. Вы находите тот внутренний орган на своей ладони, который вас беспокоит. Пусть даже это будет, к примеру, печень. Удобная проекция печени находится на левой руке, можно также ее там на правой, вот здесь она будет у нас, но здесь наслоение легких, поэтому я люблю вот это на левой. Неважно, мужчина, женщина, вот я всегда работаю на левой. К примеру, берем, это один из таких примеров моего последнего пациента, друзья. Энергия, точка печени, то есть на левой руке мы берем. Как мы на нее можем воздействовать, друзья? Мы можем воздействовать зеленым цветом, нанести сюда кружочек, и уже это будет работать. Это уже будет обозначать энергию ветра, которая будет воздействовать на этот внутренний орган, где есть кисты или киста. Поэтому, друзья, зеленый цвет – это не только цвет нормализации и гармонизации, это еще энергия ветра, которая помогает рассосаться нашей кисти. Второй метод, который я хочу вам показать, это метод магнитотерапии в суджок, друзья. Есть такой магнитик круглый, он продается в интернете. Видите, он с двух сторон, то есть тут внутри белое, здесь снаружи белое, внутри оранжевое. Что он делает? То есть это я называю яичничка. Видите, как внутри желток, сверху белок. Здесь это ватрушка, внутренняя часть. Магнитом очень удобно и хорошо работает. То есть вы находите внутренний орган, который вас беспокоит, печень, да, и берете просто-напросто, прикладываете сюда магнит. Сторона ватрушки, где у нас белая серединка, это рассеивание, то есть рассасывание, это как бы у нас идет, видите, как оно растягивает. Обратная сторона, наоборот, стягивание. Ее ставят при каких-то там язвах, надрывах и так далее. То есть вот вы можете поставить стороной ватрушки на эту, примотать пластырем, обычным пластырем, и походить час. Если походите больше, ничего страшного. Там от 30 минут до часа идет воздействие. Но либо вы ставите зеленую точку, либо вы ставите магнит, имейте в виду. То есть два сразу ставите зеленым цветом и магнитом, нет, вы можете работать в этом разные дни. Что можно также еще сделать, друзья, с этой точкой, либо с внутренним органом, там, где есть киста, кисты, либо там с частью тела поработаем, если такое как бы у кого-то есть, потому что я думаю, что мне задают эти часто вопросы, как работать с кистами, поэтому вот я и снимаю это видео для вас, друзья. Вы можете работать, ставить на любую проекцию тела зеленым маркером, находить эту проекцию,
Я же говорю, я уже рассказывал про внутренние органы, можете посмотреть мои предыдущие видео, там я рассказываю подробно, где какие находятся у нас части тела, внутренние органы и так далее. Просто по названию видео, что вас интересует. И воспользоваться данным видео, которое я снимаю для нанесения этого. Можете воздействовать на кисту также иголкой, друзья. Объясню. То есть взять обычную иголочку для суджок-терапии, она продается также в интернете, и на 3-4 мм ввести ее в ту зону, которая вас беспокоит. Самое главное в этой терапии – это посыл. То есть, когда вы ставите магнит, когда вы ставите зеленым цветом точку, вы обязательно создаете посыл. То есть, вы говорите, что там работа, там, ставлю там точку, нормализация работы печени, к примеру, да, убрать кисту. Раз, поставили здесь точечку. И уже это будет работать. Потому что, в принципе, зеленый цвет, как я всегда говорю, это цвет нормализации и гармонизации в суджок, но также по энергии УСИН, по кругу УСИН, это энергия ветра, которая и поможет нам справиться с кистой. То же самое, как вы можете и поставить здесь иголочку. И она уже будет работать, друзья. Если вы хотите, вам понравилось это видео и очень интересная информация, ставьте лайк, обязательно ставьте комментарий, что хотите еще. Я сниму для вас следующее видео с местным лечением. Оно будет немножко дольше и занимает времени. То есть я вам расскажу, как же можно еще воздействовать на кисту достаточно эффективным методом, которым я лечу своих пациентов. Обязательно оставляйте комментарии, если вам понравилось, лайки. Всем спасибо за просмотр, друзья. Всем хорошего настроения, здравия, всем пока.